Добрый день, коллеги. Понедельник, 26 августа. Начинается последняя неделя этого месяца. И вообще, честно говоря, последняя неделя лета, что не очень хорошо. События пятничные, конечно, затронули многие рынки. Событий получилось даже два в одном, потому что нам сюрприз устроил. Ну, на самом деле, Паул как такового сюрприза и не устроил. По большому счету, он сказал то, что мы и рассматривали как основной сценарий в пятничном же брифинге. То есть мы говорили о том, что в целом ужесточить, так сказать, сделать крепче доллар США Паулу значительно сложнее, чем, например, его ослабить. И по большому счету, какие основные заявления-то были? Что все нормально, мы будем действовать так, как должны действовать, и все. Но об этом еще, конечно, поговорим. Сегодня экономический календарь вот такой вот. В Англии выходной, можно считать, что там какой-то тонкий рынок. И, безусловно, все. Из новостей, я думаю, что сегодня все будет отыгрываться, что произошло в пятницу. Будет отыгрываться на европейской сессии, и на американской. Поэтому волатильность, скорее всего, появится. Никуда она не денется. И вообще, если вы посмотрите на экономический календарь всей недели, то можете обнаружить, что там особых значений нету. А это значит, что рынок будет опять трясти из-за Трампа, из-за его твита, из-за США, Китай, из-за Паула. Обязательно без волатильности никуда. Поэтому настраиваемся на рабочую и продуктивную неделю. По статистикам, по реализациям. Реализация идей утреннего брифинга также по августу минус 0,15% это наш результат. Пока там не очень хорошо, хотя евро в лонгах таки сидит, поэтому нормально там по equity. И торгуем против толпы. Вот за пятницу по этой стратегии было закрыто 3 позиции. Первая из них это европейская валюта, которую мы откупали. Я об этом говорил. В принципе, причем одна из них закрыта вот буквально сейчас. Была закрыта доллар-франк, который находился в просадке и как бы показывал растущую динамику. Однако все дело совсем развернулось и закрылось по take profit сегодня с открытием с гэпа. И доллар японская иена, которая тоже завалилась вниз, достаточно ожидаем по нашим стратегиям, по нашим идеям, в принципе, брифинга. Но вот в брифинге мы не смогли лимитками зайти в продажу, а вот в этой стратегии смогли. Как видите, можно было держать, конечно, дольше. Сегодня открытие было нервное. Я бы сказал, что сегодня произошел так называемый флеш-крэш, когда просто заявки исполняются и вот такая вот шпилька большая, сильная, практически без объемов на открытие. Такое бывает. Это не какой-то там ложный пробой, но тем не менее. Пробежимся, используя наш информационный телеграм-канал, ссылка на который есть в описании к этому видеоролику. Пробежимся по фундаменталу, что же у нас изменилось и с какими, так сказать, новыми вводными мы приходим. К слову говоря, в описании к этому же видеоролику есть также и полная статистика по всем тем стратегиям, что я вам показывал. И в первом комментарии закрепленном будет тайм-коды, по которым можно быстро переместить по нужным интересным, по нужным для вас инструментам, там евро, фунт и так далее, и так далее. Если вы не видите комментариев либо описания, то в правом нижнем углу видео должно быть логотип YouTube, кликайте на него, вас переносит непосредственно на YouTube, и там все появится. Что изменилось? Ну, смотрите, какая классная штуковина произошла. Вот вообще, на самом деле, ну, сейчас вы поймете. До событий Пауэлла и США Китаем, да, представители США, Кудлоу заявил, представители США и КНР провели в среду продуктивные телефонные консультации по вопросам торговли. Это было у нас в среду у них как бы, да, произошло. И что мы с вами видим? Что Китай скоро раскроет план контрмер на новые пошлины. То есть у Китая уже были планы на контрпошлины, и они их вот-вот скоро раскроют. И действительно раскрыли. Китай ведет ответные пошлины на американские товары на 75 миллиардов в год. Вот вам, пожалуйста, что произошло со стороны Китая. Вот объясните мне, какие продуктивные разговоры были в среду, если у них уже был план, который они раскрыли в пятницу. Вот вам, пожалуйста, Трамп натвитил. Что ответ Трампа был, скажем так, незамедлительным. Честно говоря, это сообщение появилось в субботу, и я не совсем понимаю, было это до закрытия рынков, либо после. То есть Америка хоть как-то начала отыгрывать или нет. Но, судя по котировкам, начала отыгрывать и, наверное, продолжит отыгрывать сегодня.
Значит, после совещания, экстренного, скажем так, совещания Трампа, да, с своими советниками, было принято решение поднять с 25 до 30% пошлины на китайские товары, поступающие в США, на сумму 250 миллиардов, да, и поднять с 10 до 15 тарифы на действующие категории товаров. И, насколько я понимаю, первые из них начинаются с 1 сентября, а вторые, еще будет дополнительная информация, да, а второе, по-моему, там с 1 ноября или октября. В общем, вот-вот эти пошлины будут введены с дополнительными тарифами. Вспомните, как Трамп говорил о том, что мы отодвинули увеличение пошлин с сентября на 15 декабря для того, чтобы наши дорогие американцы смогли закупиться по выгодным ценам на Рождество. И где это, забота об американцах? Да? Ну вот просто какая-то, не знаю, по ушам нам, даже не нам, а им всем ездят, да? Но мы-то сами понимаем, что дело-то совсем другом. Это просто игра, это просто шантаж, и на этом всем реагируют. И инвесторы это прекрасно понимают. Отсюда мы сами видим, как смело и уверенно завалился S&P 500. Оно падало не столько на Пауэлле, сколько на Трампе. И мы видим сами, как уверенно растут активы убежища: франк, иена и золото. Поехали. Что еще из интересного я хотел бы показать, и прежде чем перейти непосредственно к идеям и валютам, это рыночные ожидания. Да, кстати, коротко, да. Еще хочу отметить, что Центральный банк Англии, глава Центрального банка Англии наехал на доллар США. Об этом подробнее почитайте непосредственно в телеграм-канале. Ну и что сказал Паул? На самом деле Паул ничего важного-то и не сказал. Он сказал относительно все нейтрально. Но рынок это воспринял именно как смягчение риторики. Помните, мы с вами в пятницу говорили о том, как распределяется рыночное ожидание, и даже отмечали, что, по-моему, 10% или 15% участников рынка ожидают, что процентную ставку в сентябре не изменят. Однако ситуация совсем поменялась. Вот в момент Пауэлла, в момент Трампа, в момент, когда доллар США слабел, ожидаемо для нас по отношению ко всему, мы видим, что теперь каждый пятый участник рынка ждет, что в сентябре, 18 сентября, процентную ставку понизят сразу на 0,5%, то есть на 0,5%. Это смягчение риторики, это ожидание проведения мягкой монетарной политики, и это в принципе важно. И на этом доллар США ослаб по итогам пятницы. И мы с вами на самом деле возвращаемся к той ситуации, которая была 31 июля, если вы помните. Вот примерно точно такая же ситуация была. То есть тогда, когда ФРС понизил процентную ставку, вроде бы доллар США должен был снизиться, потому что ставка понижается, но он на самом деле вырос. Вот сегодня, если бы ставка принималась сегодня, ситуация была бы точно такая же, и на этом можно было бы реально заработать. Почему вырос? Да потому что ожидания были совсем другие. Ожидается, что она будет намного мягче. На самом деле все не так, как классно. А не потому, что там какие-то злые маркетмейкеры просто отобрали там у мелких денег мелкие деньги. Но поехали непосредственно. Ответ Трампа сегодня уже отыграл, но я не думаю, что все смогли успеть отыграть, поэтому еще сегодня это дело произойдет. По евро. Ну давайте двинемся. Значит, движение вверх, которое состоялось, оно состоялось достаточно ожидаемо. В принципе, почти все стратегии сработали как надо. Мы с вами переходим к идее вроде как с покупками, но тут я хотел бы отметить, что сильно, ребята, тут без фанатизма. Да, у нас есть достаточно большой серьезный объем, объем в профиле неплохо так выглядит, да, он серьезный, его мы не пройдем, и серьезный рост европейской валюты ждать не приходится, потому что как только это произойдет, на сцену выйдет, я вас уверяю, Марио Драги, который скажет: вы что там, обалдели, нам не нужна дорогая евро, он скажет, и всячески применит все, что можно применить для того, чтобы эту штуковину упустить. Поэтому рост, да, сегодня, да, в перспективе, да, наверное, на отыгрывание вот тех событий, которые произошли в пятницу, да, но не какой-то там разворот серьезный и прочее. Что мы с вами сделаем? Для тех, кто находится в длинных позициях по нашим старым идеям, вам вообще классно. Лайк 1.11 это то место, куда можно поставить стоп. Передвинуть стоп в безубыток. В принципе, здесь неплохо с точки зрения объема все выглядит. Поэтому, если мы сюда откатимся, то 1.1130, 1.11 ровно это хорошее место для того, чтобы дополнить свою позицию длинную, либо новую открыть. Цели здесь, правда, такие. Вот первая цель это 1.1175. Она, в принципе, была как таковая. Вторая это 1.12 ровно. И все. И без фанатизма. Вполне возможно, что на этом объеме где-то будут
что-то разворачиваться. И новости под это дело подстроятся в какой-то степени. Вот такие вот идеи. Значит, по идеям утреннего брифинга, да, по счету у нас есть позиции, они длинные. TX, соответственно, 1.1175. Все остальное против толпы пока нету. Может быть, даже чуть-чуть повыше, если заберемся, я буду набирать вот примерно здесь, буду набирать короткую позицию. Дальше. Доллар-франк. Ой, фунт-доллар. Почему доллар-франк? Боже мой. Фунт-доллар. Здесь, кстати, интересно, да, вот такого вот феноменального роста, как такового, не было, да, то есть мы не увидели того, что было там на франке, на евро и так далее, так далее. Мы увидели здесь, ну, относительно скромный рост, что можно и отметить. Давайте мы с вами это сделаем следующим образом. У нас профиль здесь распределен таким образом, что у нас большие объемы, да, которые могут, так сказать, сгенерировать сопротивление, они на самом деле как-то вот очень высоко. Поэтому с точки зрения отличия от евро, здесь потенциал для роста, как я считаю, да, он значительно больше. То есть мы действительно можем куда-то там расти, есть куда расти и так далее, и так далее. Но вот давайте так, расти будем, если будем, да, то долго, скромно и не без новостей. Отмечу я, наверное, вот это вот баланс как поддержку, да, и скажем так, ребят, если действительно инициатива вверх, инициатива классная, крутая, тогда ниже, чем вот пятничный минимум, мы оказаться не должны. Поехали вверх, ну, давайте так, да, то есть 1.2260, 1.2195. Это то место, где можно попробовать откупить, либо, так сказать, двинуться туда дальше вниз. И, собственно говоря, 1.2195 то место, куда можно поставить стоп. Если цена окажется там, то лучше вообще никуда не залазить, посмотреть почему, как, что, куда. И вообще эта идея, скажем так, наверное, на четверочку с минусом. Доллар, канадский доллар. Очень интересная ситуация. Мне кажется, здесь кто-то кого-то что-то готовит. Но давайте поразмышляем. Нефть упала. Я бы даже не сказал, что снизилась. Она, в принципе, ну да, наверное, скорее снизилась. Но как бы то ни было. Снижение нефти обычно приводит к росту пары доллар-канадский доллар. Ну, как факт снижения канадского доллара. В пятницу, то есть мы должны были увидеть сами рост. Но и доллар США на самом деле слабел в пятницу. Поэтому мы должны были как бы здесь увидеть вниз. По итогу мы ничего не увидели. То есть все это как-то дело компенсировалось. Но если обратим внимание на кластера, то я бы, смотрите, у нас в момент снижения, что бы там ни происходило, было много дельта отрицательной. Потом всю эту штуковину взяли просто и откупили. То есть любое падение просто как бы откупается. Это на фьючерсе, соответственно, на базовом активе как бы таки вниз. Ситуация с Китаем и США, как ни крутите, она такая жидкая. И все понятно уже, что там не скоро все что-то произойдет. И только хорошие, реально прохожие на правду новости позитивные, да, могут спровоцировать рост нефти. Здесь такого не будет, скорее всего. Поэтому мы сами можем там увидеть какое-то там снижение. Итого, значит, по данному инструменту есть основания полагать, что мы как-то вот туда вниз как бы колеблемся, да, поэтому вполне возможно, что после пробоя 1.3250, ну, может быть, что-то изменится, да, я не знаю, можно уже рассчитывать на какие-то шорты. Если мы сегодня запрыгнем в шорт, то уже там завтра, послезавтра будем рассматривать цели и так далее, и так далее. Также хочу обратить ваше внимание на вероятность появления пробоя на выше максимума 1.3345. Это по кластерам, в принципе, выглядит вот таким образом. Там реально достаточно много рыночных заявок на покупку, поэтому, может быть, мы вниз пойдем через ложный пробой. Итого, прицеливаемся вниз. Если увидим обновление хая, то в момент этого обновления внимательно следим, есть ли признаки ложного пробоя. Если они будут, тоже зашортим. Если признаков не будет, оставляем инструмент и со следующего дня смотрим, почему выстрелил и можно ли его откупать. Доллар, японская иена, просто красавица, рванула вниз. К слову говоря, доехали до цели, которые отмечали ранее в нашем пятничном брифинге. По-моему, цель 105.30, да, это была самая низкая цель, вторая цель, и мы до нее ровненько доехали по итогам пятницы и там же остановились. Вот куда надо было ставить take profit. Но пока это не так. Вот это вот открытие, я вас уверяю, это что-то похожее на флеш-крэш. То есть, знаете, на флеш-крэш это что-то типа быстрое, молниеносное исполнение заявок, которые были выставлены еще по итогам выходных на различных биржах. И когда рынок открывается, ликвидности мало. В первый час, когда открывается рынок Форекс, да,
биржа CME не работает в принципе, у нее там в этот момент клиринг проходит. Поэтому рынок очень тонкий, и вот появление вот таких вот шпилек, как нефиг делать. Таких шпилек было много. Сейчас я даты не вспомню, но вот, например, фунт-доллар на, по-моему, 2 января, 2 или 3 января, посмотрите, тоже классический флеш-крэш. Это не значит, что цена обязательно пойдет вверх, да, это просто такое исполнение. Может пойдет, может не пойдет. Мы видели примеры как того, так и другого. Но с точки зрения объемов 105.25 и 105.70 это то место, где цена может, так сказать, остановиться. Поэтому хоть и под знаком вопроса, но тем не менее можно попробовать пошортить хотя бы с целью 104.90. Не стоит думать, что мы там пойдем сегодня обновлять минимумы, наверное, нет. Обычно после такого вот флеш-крэша, ну, такое не бывает. Хотя по-разному может быть. Но тем не менее, как бы шорт без фанатизма. Если цена окажется выше, чем 105.70, это ни в коем случае не разворот, это только лишь наличие отсутствия тенденции вниз. И такой сценарий, наверное, возможен только при появлении каких-то новостей, ну, связанных с тем, что все вроде бы ловко, нормально. И если это произойдет, то тогда тоже забываем про инструменты, рассматриваем его уже, ну, так сказать, попозже. По Австралии и по Новозеландии, да, особых идей на самом деле нету. Мы завалились, хотя, казалось бы, должны были бы вырасти, ведь доллар США слаб. Но проблемы в Китае, проблемы в Австралии и в Новой Зеландии. И отсюда вся соответствующая реакция. Более того, Китай сейчас пойдет на девальвацию, все это понятно, все это круто. Для инструментов, да, лучше, наверное, их оставить в покое. Хочется отметить, что и фунт, и новозеландец, ну, и австралиец находится в своем боковике. Мы рассчитывали на то, что движуха вверх будет после пробоя 68.25, этого не состоялось. Сегодня стоит отметить, что вот здесь вот по итогам, по рыночному сантименту очень много тех, кто находится в длинных позициях и при этом, ну не очень много, но больше, да, кто находится в длинных позициях и при этом в минусе, поэтому с точки зрения движения против толпы мы как бы должны с вами упасть туда дальше вниз. И здесь, наверное, если шортить, то только вот сопротивление, ну а про обновление минимум, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь. Итого, идея пошортить 67.80, 68.25 сегодня есть, и поторговаться вот в этом вот боковике, пока все не устаканится. Вполне можно, почему нет, с перспективой на дальнейшее снижение. Про лонги будем говорить по факту появления цены выше, чем 1.6820, ой, 0.6825, и то, если этот сценарий еще сегодня реализуется. Новозел в этом плане оставить в покое лучше вообще, потому что здесь ну просто ничего, тоже пикнули вниз, и тоже потому что Китай отыгрывается соответствующим образом, и вроде бы сейчас как-то все там откупилось, но знаете, продавать очень тяжело. На самых лоях мы с вами находимся, а покупать это вроде бы как против тенденции. Конечно, есть у меня стратегия, вот, ну, стратегия торговли против толпы. Можно попробовать в коррекцию купить в расчете на то, что коррекция будет примерно до этих диапазонов. Но есть риск того, что при каждом снижении придется докупать, чтобы улучшать свою позицию. Пока, честно говоря, не хочу этим заниматься, поэтому здесь пас. Другой интересный инструмент, франк, который тоже является активом убежища, тоже подорожал по итогам пятничной сессии, подорожал очень сильно. Снижение доллара-франка, ну вот такое, да, это на 1,5%, оно практически, ну вот он всю неделю и даже больше, чем неделю рос, и вот за один вечер просто взял и обвалился. Очень круто, что были шорты, и, ребят, кто-то там на золоте, кто у нас? S&P 500 шортили, да, насколько я знаю. Золото откупали тоже люди. Ну вот пишите в комментариях, получилось у вас реализовать это или нет. Потому что ну, мне просто вот спортивный интерес, что мы по идеям в принципе оказались достаточно много где правы. А здесь по франку не сказать, что произошло то же самое, что на японской иене, я говорю про флеш-крэш, да, но идеи такие же. Здесь все объемы, это 97.90, 97.55, отсюда можно рассматривать шорт и поступаем точно так же, как на иене. То есть если оказываемся выше, чем 97.90, значит что-то идет не так, значит где-то либо новости какие-то прошли, да, либо инициативы вниз больше нету. И оставляем этот инструмент. А так, основной сценарий, отсюда отталкиваемся в сторону 96-95 и может быть даже 96-50, почему бы и нет. Золото выросло, выстрелило, пересмотрите, ну кто забыл, пересмотрите прошлый наш брифинг, рассчитывали на длинные позиции отсюда, про шорты не говорили вообще в принципе. И то, отсюда на длинные позиции, да, был разговор, что
будет лонг отсюда, при условии, если Пауэлл начнет как-то поддерживать доллар, да, если он будет говорить, что в экономике все не так плохо, что принимать стимулирующие позиции без надобности нету. Однако этого даже и не было, да, то есть он сразу сказал, мы будем делать как будем делать, все классно, все круто. В итоге вот то, что имеем, то имеем. А тут еще и Трамп, устроил ракету из золота. Соответственно, тоже выстрелили вверх. На золоте, наверное, тоже, как и на иене, что-то типа флеш-крэша. То есть, имеется в виду достаточно быстрое, частое исполнение заявок. Ну, тут просто чисто технически, знаете, за выходные есть такие заявки, которые можно поставить в выходные, но исполняться они будут с открытия. Вот оно. И когда происходит это на тонком рынке, тогда да. Может быть, это закрытие шортовых позиций. Может, это открытие лонговых позиций чьих-то. Мы с вами не знаем. Ну, что есть, то есть. 1532, 1516 это то место, где мы с вами можем рассматривать на какие-то лонги, или если у вас есть лонги, да, то здесь можно докупаться или хотя бы просто стоп поставить сюда. Идея точно такая же. Заваливаемся по 1516, значит что-то идет не так, значит что-то идет криво-косо, забываем про данный инструмент. Основной сценарий это движуха вверх до второй нашей цели, которая была у нас обозначена, это 1560. Но отсюда, конечно, откупать значительно лучше, просто из соотношения loss-профита. Нефть Market WTI завалилась, и она вот падает на Китай. Нефть реагирует хорошо на Китай. Она не столько реагирует на Пауэлла, сколько на Китай. США, Китай имеется в виду. Есть договоренность, какой-то, скажем так, свет в конце тоннеля. Растем. Нету договоренности, падаем. Все очень просто, все очень логично. Но сейчас мы с вами отметим, да, что мы как бы в боковике находимся. У нас есть поддержка, сопротивление. Мы уже с вами отмечали давным-давно. Единственное, что с точки зрения объемов, да, можно предположить, что можно, так сказать, за основу взять вот эти кластера, вот этот кластерочек. И вообще обращаю ваше внимание, что на фьючерсе на нефть новый, вернее на CME, на нефть новый фьючерс. И большой основной его баланс находится вот здесь. Поэтому сейчас как бы движуха вниз в приоритете. Шортить нефть в приоритете. Вопрос только, откуда? Ну, наверное, примерно отсюда. И тем более, если вот эта вот коляска, да, с тарифами продолжится со стороны Китая, США, однозначно мы там пойдем с вами на снижение. Поэтому при любом откате, да, я думаю 54.60, 55.75 можно рассматривать шорт. Цели 52.80. Это такие самые очевидные цели, да, потому что, учитывая, что контракт у нас относительно новый, можно предположить, что мы даже упадем там и, например, 51.25, это тоже будет такая более-менее промежуточная цель. Все будет зависеть от того, насколько плохо будут чувствовать инвесторы с позиции США-Китай. И в бренте такая же ситуация, но мы в бренте у нас здесь мы смотрим московскую биржу, здесь еще целую неделю, да, то есть эта неделя, это последняя неделя жизни этого фьючерса. Фьючерс на нефть на московской бирже исполняется 1 числа, но 1 число выпадает на воскресенье, поэтому экспрессия будет числа 2. Но последний день торговый будет это сегодня пятница, это пятница будет. В принципе, мы тоже ударились от сопротивления, здесь тоже технически красиво картина выглядит, то есть как бы вниз, для нас с вами основная идея, и может быть мы доедем с вами до 56.80. Не знаю, я не шортил. Кто шортил, потому что мы в принципе предполагали это. Молодцы, держите свои позиции. Фьючерс на доллар-рубль, в отличие от, вернее, точно так же, как и доллар-канадский доллар, должен был вырасти вверх, потому что нефть падает. И должен был упасть, прошу прощения, доллар-рубль должен был вырасти. Да, все, правильно, запутался маленько. Должен был вырасти вверх, потому что нефть падает. Или должен был бы упасть вниз, потому что доллар падает. Но по факту у нас получилось то, что получилось. Вот у нас график, который мы с вами обычно смотрим. Наш российский госдолг. К слову говоря, долговые бумаги, они же тоже является активным убежищем, поэтому можно ждать, что сейчас опять доходности упадут по всем бумагам, в том числе и по нашим, по российским, и опять мы с вами скатимся в инверсию. Ну и что? Доллар-то вроде бы чувствует себя нормально, инвестирует, здесь проблем нету, снижение рубля в этом плане не совсем понятно, мы тоже сами отмечали. Снижение нефтяных котировок, вот что приводит к снижению рубля и, соответственно, росту доллар-рубль. И здесь нужно опасаться, потому что рублевая стоимость бочки нефти значительно ниже, чем
4100 рублей за баррель. Та цифра, которая заложена в бюджет на 2019 год. То есть можно говорить о том, что начиная вот с лета, да, наш бюджет недополучает нефти рублей, ну, назовем это так, да, доходов нефтяных. Соответственно, можно ждать, да, кто торгует российский рынок, можно ждать, что второй квартал, сейчас, кстати, идет сезон отчетности по российскому рынку, будем отчитываться многие компании по международным стандартам финансовой отчетности, можно ждать, что нефтегазовые компании там будут показывать так себе результаты, просто потому что, ну вот, недополучают некоторую прибыль. С доллар-рублем, ну как бы идея точно такая же остается, ничего не делать, мы как бы ждем снижения, так и ждем снижения. Потому что, ну, фундаментальная стоимость, она подороже. Сейчас рубль какой-то слишком дешевый. Просто в соизмерении с нашим долгом. Цели те же самые. Оставаться в шортах, ну, можно. Хотя я думаю, что лучше позицию посбрасывать. Потому что если нефть начнет валиться, то эта штуковина вырастет, и там, наверное, будут цены получше перезайти. С РТС, индексом РТС ситуация такая же. Вниз как бы для нас с вами является основной идеей. Но мы изначально с вами смотрели, что можно вроде бы купить там до 129 тысяч, но проблемы большие, потенциала очень мало. Здесь большой объем, индексы все будут снижаться. Не вижу я причин для того, чтобы индекс РТС начинал расти. Хотя, в принципе, можно говорить о том, что индекс РТС в начале этого года рос, когда все остальное падало. Ну, вот так-то он пережил. Будет ли переживать в этот раз, не знаю. Ну, давайте сделаем так. У нас есть важные объемы здесь с набором открытого интереса по цене 127 500. Если окажемся выше, чем 127 500, значит, да, как бы ситуация более-менее нормальная. Можно пробовать откупать и рассчитывать на незначительный рост. Ну, а пока снижение. Не факт, что мы пойдем обновлять лои, конечно, вот эти вот, да, от 19 числа, но как-то вот со снижением. Будем в основном смотреть отчетность. Ну, S&P 500, да, не знаю, кто был в шортах, молодцы. Поздравляю вас всех. Кто повыскакивал, я, конечно, я, конечно, ждал самого жесткого сценария со стороны Пауэлла. То есть он, на мой взгляд, должен был, да, сказать, что все как бы там все нормально. Это бы заставило доллар подрасти, это бы заставило S&P 500 подрасти. И тогда бы я здесь зашортил бы и, конечно, бы прокатился по всем целям, которые были названы. Но я этого не сделал, хотя не исключал, что мы пойдем просто без всякого всего. Что мы сделали? 2894, 2860, 2815, все три цели, которые мы обозначили раньше, были достигнуты. Поэтому, в принципе, все должны были выйти. Ну, кто там шортил. Кто не вышел, значит, обращаю ваше внимание на вот этот набор. Здесь набор прикольный, классный. То есть он вот так тут выглядит на фьюче. Вообще, в принципе, весь фьюч смотрится достаточно шартово. Здесь все плохо, здесь все плохо. Помните, мы с вами говорили, что этот объем не должны пройти, мы его так и не прошли. И сейчас можно говорить о том, что вот что-то интересное присутствует здесь. Поэтому, если вы остаетесь в шортах, стоп, расположенный над 2880, выглядит очень даже хорошо. В принципе, можно попробовать там дополнительно пошортить. Правда, цели я пока не знаю. Давайте посмотрим, как отыграет сегодняшний день, то есть уже полноценно, как инвесторы и участники рынка отыграют те события, которые произошли в пятницу, и потом уже поставим цели. Но причин для роста, как вы понимаете, пока на самом деле нету. DAX заваливается по тем же самым причинам. Цель 11435 все так же остается актуальной. Про лонги не говорили и не будем говорить. Про лонги будем говорить, если окажемся выше, чем 12 тысяч. Пока этим не пахнет, пока снижение представляется приоритетным. Кто был в шортах, остаетесь. Кто выскочил из шортов, испугался, ну смотрите, хватит ли у вас смелости еще раз заскочить в шорт, почему бы нет. Если нет, то, как говорится, нет. Ну и индекс доллара, честно говоря, рассматривать не буду. 97.90 для нас это тот самый уровень, куда можно поставить стоп, если вы находились в шортах. Пробовать шортить отсюда в принципе тоже можно. Здесь ситуация такая же, как и на иене. То есть что-то типа флеш-крэша произошло. Движение вниз как бы для нас является приоритетным. Но по ценам, по целям не скажу. График у меня стрёмный. Сам индекс доллара я не торгую. А вот этот вот график, который транслируется через поставщика TradingView, ну почему-то выглядит коряво. На фьючерсе, все то же самое. Все объемы здесь. Здесь на фьючерсе нету такой этой свечки. Поэтому как бы движуха вниз приоритетная. Выше чем 97-90 оказаться в целом не должны. Ну и давайте по вопросам, которые вы задали. Слышно, видно, хорошо, отлично. Ответ Трампа уже сегодня отыграл, говорили. Хорошо свалились, далее шорт будет давить. Вполне возможно, убегая в золото и в валюту убежища. Убегают. Да-да-да.
Странно, что у меня минус 0,15. Минус 0,15 по одной стратегии. Я не отношусь к тем людям, которые торгуют какую-то вот одну стратегию. У меня несколько стратегий. У меня есть стратегия Еврофикс Профит, которая в принципе пока там вокруг нуля тоже болтается. Да? Есть стратегия, которая вот против толпы. Она плюсует почти 8% за месяц. В реализации утреннего брифинга нужно делать скидку на то, что я начал работать с 13 августа по этой стратегии. Потому что до 13 августа я был в отъезде, и там ручные стратегии не работали. Все работало только полуавтоматически. К тому же не забываем, да, что я не смотрю только Форекс, у меня еще российский рынок, и там есть акции, которые тоже плюсуют, и там есть ОФЗ, который хоть и 1,5%, да, но за этот месяц уже накопило. А еще у меня, коллеги, есть покупка пута S&P 500, S&P РТС, да, тоже пута опциона, который, если вот мы останемся на тех уровнях, да, по РТС, на которых сейчас есть, или хотя бы снизимся к минимуму, да, то тоже будет плюс 10%. Поэтому это минус 0,15, это не показатель ни о чем. У меня много стратегий, в том числе инвестиционных, поэтому за меня не переживайте. На S&P 500 я давно был в шортах, думал, пойду в убыток, а получилось в прибыль. Евгений, собственно говоря, вас с этим и поздравляю. Все, коллеги, если у вас есть мнение или какие-то еще другие мысли, пишите в комментариях под этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обратите внимание на набор в информационную подписку, еженедельную подписку мы делаем. Это есть на главной странице на finprofit.club, либо в описании к этому видеоролику есть ссылка на форму для подписки. Уже не знаю. Ну, в общем, я материал передал. Сегодня будет разослана подписка, где будут новости на эту неделю, где уже все запланированы трансляции, брифингов, стримов и так далее, так далее. Ну и вообще, что происходит в мире и что происходит на нашем проекте. На этом все. Хорошего всем недели. Пока. До встречи.